Привет, ребята! Зеленый шеф на связи. Сегодняшний урок посвящается горошку. Как его садить, какие стадии горошка, что делать, чтобы вырос классный горох. Поехали! Начнем с самой первой стадии. Вот тут видите, расставил перед вами стадии горошка. Самая первая стадия — это просто сухой горох. Вот просто сухой горох. В нашем случае скажу больше. Это даже не посевной горох, а фуражный горох. Но посевной горох еще круче. Фуражный просто дешевле и тоже бывает хорошо растет. Вот как в нашем случае. В фуражном горохе может попадаться мусор. Надо его убирать. Надо смотреть, чтобы семечки были все целенькие, поменьше битых было. Битые будут загнивать и плесень появляться. Надо смотреть, чтобы не было дырочек в горошинах. Это жучок такой заводится, называется брухус. Проедает насквозь горошину. Но тоже не страшно. Садили горохи с жучком. Главное, чтобы у гороха была хорошая всхожесть и хорошая энергия. Всхожесть, я говорил, это все горошины прорастают. Энергия — это когда они все одновременно более-менее вырастают, а не корежины. Так вот, что мы делаем? Взяли сухой горох, посмотрели, чистенький, хороший. Взяли посуду, засыпали туда горох, налили в 2 раза больше воды. Вода не ниже 18 градусов. Набрали водички. Набираете водички в 2 раза больше. Опять же повторяюсь, горох сильно набухает. Учитывайте, что вот с таким количеством воды через 5 часов тут будет просто горох и не будет воды. Он всю воду в себя наберет. Немножко можно перемешать. Потом это в ведре будете в большом делать или в ванной. Вот плохое всплыло. Плохое можно собрать. Это какие-то сухие горошины всплыли. В большой посуде ситом удобно собирать. Раз-раз быстро собрал. Убрали в сторону. А сюда можно добавить перекиси водорода, марганцовки. Я знаю, ребята с содой замачивают. Тоже говорят, хороший эффект. И хлорку там используют, но я противник этого. И химические фунгициды, и биологические фунгициды. Это уже другая история. В идеале вообще ничего не добавлять. Просто хорошая очищенная вода, хороший горох, хорошее настроение и больше ничего не надо. Он будет расти. Замочили. Завачиваем на 5 часов. 5-6 часов. Можно с барботированием, можно без. С барботированием лучше. Барботирование — это когда есть шлангочка, дает бульбочки. Значит, замочили. Он у нас 5 часов постоял, набух. Сейчас, нет под рукой. Мы его слили. Вот я специально принес. Это вот горох стоит до завтра. Это его сегодня ребята замачивали. Потом перед уходом домой слили. Вот он еще влажный. Он будет стоять всю ночь, стекать. Напитываться кислородом. А завтра его посадят. Пустит кое-где маленькие корешки. И вот этот горох, вот это стадия номер 2. Это стадия, когда его посадили вчера, этот горох. Вот он уже начал прорастать. Видите? Пустил корешки. И корешки все пошли вниз. Вон они уже раз вниз в кокос ныряют. Это уже 2-3 день после прорастания. Вот. Попадаются плохие горошины. Вот плохая, если видно, не проросла и плесенью покрылась. Если было бы 100% схожесть, такого не было, но всегда там 98-95, хочется повыше. Вот, все чистенько. Стадия номер 1. Это, можно сказать, после замачивания 2-й день. Это уже 3-4 день. То есть горох уже пророс, и мы его на этой стадии выставляем на свет. Спрашивают, когда выставлять на свет? Когда стебель выше 1 сантиметра. Не корень, а именно стебель. Корень может быть тут уже 5 сантиметров. Но стебель сантиметровый выставляем на свет. Все, уже начал хватать свет. Вот его сегодня выставили, уже чуть-чуть зеленеть начинает. Это уже, если это 3-4 дня, это уже 5-6 день. То есть он уже так пророс конкретно, уже стартанул, позеленел, уже на свету стоит 1-2 дня. Это где-то уже 6-7 день. Все, он погнал в активную стадию роста. Уже корнями он, смотрите, сплел, кокос оплел. Все вот на старте на таком. Пошел. Красавчик. Это уже где-то 6-7 день. Даже может 8. Уже начали формироваться усы у него. Вот видите, такой вот он. На этих стадиях мы поливаем, следим за поливом.
Особенно полив любит в начале. Не вот здесь он полив любит, а вот на вот этих стадиях, когда 3-й, 4-й, 5-й день, надо хорошо поливать, чтобы он понял, что его любят, много воды и надо расти. Вот, это уже где-то 8-й, 9-й день, может даже 10-й. Все зависит от температуры, от роста горошка, от сорта горошка. Бывают сорта быстро, бывают помедленнее, температурные условия влияют, ну много факторов. Вот, это уже где-то ближе к 8-му, 9-му дню. Это уже вот финишная стадия, 10-й, 12-й день. То есть до 2 недель растет горох, вот такой вот он уже, усы у него. Этот еще может постоять денек, еще больше вырасти. Вот у него уже, как спрашивают, когда срывать горох. Когда вот лист уже раскрывается, вот так вот, видите, раскрылось, как конвертик. И усики. Бывают усики подлиннее. То есть этот еще вырастет, мы еще его не выдаем, ему еще день постоять. Сегодня просто уже все выдали, вот этот завтра пойдет на выдачу. Так что вот такая история. Слить, кстати, можно будет. Потом по-простому, если вот сюда назад и поставить, и вода будет стекать. Здесь наделать дырок и тут внизу. Поначалу я делал именно так. Ну вот такая вот история по горошку.